Мы продолжаем. Это программа «День» в эфире 9 канала. Мы в прямом эфире, 6 часов 8 минут. Обычно в нашей программе мы освещаем темы культуры, социальные темы, экономика. Час без политики. На этот раз полностью этот час посвятим экономике нашей страны. Дороговизна жилья, дороговизна жизни. Об этом поговорим с нашими гостями. У нас в гостях глава финансовой комиссии Кнессета, представитель партии «Наш Дом Израиль», депутат Кнессета Алекс Кушнер. Алекс, здравствуйте. Добрый вечер. Аудитор, финансовый консультант Юлия Леви. Юлия, шалом. Добрый вечер. Экономист Алекс Магидов. Алекс, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. И адвокат, специалист по трудовому праву Анна Блау у нас в гостях. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, весь час я предлагаю посвятить самому важному вопросу для нас, для всех. Это экономика, деньги. Все хотят лучше жить. Что же будет дальше? Говорим о будущем Израиля. И на фоне выборов 93 дня до голосования. Без политики здесь не обойдется. Давайте начнем говорить с самых актуальных новостей. И, конечно же, к вам первый вопрос, Алекс. Электричество дорожает, по-моему, с завтрашнего дня на 8%. Почти историческая планка. Мы знаем, что бензин дешевеет временно на месяц с вашими тоже усилиями, но мы понимаем, что электричество растет, а после него, скорее всего, подорожает и вода, дорожает практически все. Как этому противостоять? Ну, во-первых, нужно понять причины подорожания, которые мы все видим. Причины, в принципе, находятся в двух спектрах, скажем. Первый спектр – это авторшок после короны, которая, в принципе, очень сильно повлияла на всю логистическую цепочку в мире, очень сильно повлияла на производство. И второе, это, конечно же, война в Украине, которая очень серьезно влияет на источники энергии. По поводу электричества. Значит, в Израиле, к сожалению, до сих пор более 20% электричества производится за счет угля. Уголь за последний год повысился на 240%. Еще в феврале этого года мы отменили налог БЛО на уголь до 0%, то есть сегодня этого налога не существует. Теперь получается... Временно, надо сказать. На временный период времени. На временный период времени, понятно. Значит, теперь нужно понять, что, к сожалению, Израиль, несмотря на то, что он уже давно мог быть энергетически независимым, до сих пор зависит от цен на уголь. И поэтому единственное, что мы должны сейчас сделать, это продолжить то направление, которое было выбрано в течение этого года, это сделать серьезный акцент на производство альтернативных энергий. Могу сказать, что за этот год мы увеличили производство электричества за счет альтернативных энергий с 4 до практически 10%, что на протяжении очень многих лет не делалось. Это первое. Второе, конечно же, надо продолжать развивать инфраструктуру газа в Израиле для того, чтобы как можно больше электричества производилось за счет газа. Это по поводу электричества. Что же касается бензина. Значит, еще в апреле этого года мы понизили планку налога БЛО на $0,50, и тогда сказали, что если цены на бензин, на топливо будут продолжать расти, мы понизим еще на $0,50, и вот сейчас как раз мы это сделали. Нужно понимать, что, в принципе, это достаточно революционные действия, потому что еще, если мы вернемся 10 лет назад, в 2012 году бензин стоил уже больше, чем он стоит сейчас, и тогда предыдущий глава правительства, господин Нетаньяху, говорил, что с этим, к сожалению, сделать нечего, потому что все зависит от трубы, которую прорвали, и от цен на нефть, но на самом деле факт, что можно делать, и мы это делаем. Нужно понимать еще одна маленькая деталь. Цены на электричество в Израиле как минимум в 2,5 раза дешевле, чем, допустим, в таких странах, как Германия, Англия и так далее. Это за счет того, что, в принципе, большая часть электричества производится за счет природного газа, который существует у нас. Но это не значит, что на этом надо останавливаться. Израиль уже давно может быть энергетически независимым государством. Хорошо, Юль, давайте поговорим про экономические аспекты того, что происходит. Я так понимаю, если электричество растет, то нам говорят, что вырастет однозначно цена на воду, то есть наши услуги ЖКХ вырастут. Как это повлияет и на другие сферы нашей деятельности? Действительно, от электричества зависит очень много. Но тут есть два фактора. Во-первых, электричество, во-вторых, энергия. То есть как бы тот бензин, который вроде будет дорожать, вроде будет дешевлеть временно, это же, конечно же, создадит какой-то эффект домино, который повлияет на все структуры, на все продукты, потому что все надо перевозить, все надо привозить. То есть это, по моему мнению, это одна из таких катастроф, которых нужно срочно предотвратить. Теперь, насколько поднимется цена, это будет зависеть от тех шагов, которые наше правительство сможет предпринять до выборов и после выборов, которые смогут на самом деле как-то снизить эту тенденцию, Нет, которую это понятно. говорят... Я говорю о том, что рост цен на электричество с точки зрения экономики точно повлияет на рост цен во всех сферах услуг. Да. Мне сложно подумать хотя бы об одной сфере, которая не будет зависеть от электричества и воды. То есть, может быть, есть такие, которые чуть больше, чуть меньше, но нету кого-то, кого обойдет эта беда.
Ну, все сферы, например, сервиса, они не так связаны с электричеством. Мы, конечно, платим электричество, но это не так действует на нашу производительность, так как в основном все работает на компьютерах. Пользуются все. Да, И но компьютеры это тоже очень маленький. Я отлично. вот как бы смотрела недавно, какую часть это берет из нашего бюджета. Это очень маленький, на самом деле, Нет, ну, процент. сам И по да, себе, те я же так понимаю, самые электричество, продукты. оно влияет на все. На все Опять сферы же, нашей жизни. Это на воду. Сервиса наверняка, наверное, меньше, если как бы это сервис не который связанный с переездом или с рассылкой. Это, опять же, надо обращать внимание на что. Тем более, что цены больше всего повышаются именно из-за бюрократии, которая вокруг, и те, которые именно то, что ввозят в Израиль, а не только то, что производят здесь. В основном то, что вывозят, то, что мы отключены от всего мира и все привозим довольно далека, и все это через самолеты, и через... Транспорт, так или иначе. Да, транспорт через море, поэтому это как бы свои очень серьезные стоимости, которые они влияют больше всего. С другой стороны, как только будет инфляция, это значит, что зарплаты должны будут подняться, потому что у людей на данный момент уже снизилась реальная зарплата на 5-6% только с начала года. То есть мы говорим о том, что все работники придут к работодателю и скажут, мне нужны больше денег, потому что у меня не получается и выплатить машины, Вы как раз, Анна Они Блау, придут напрямую к вы работодателю. представляете И именно что произойдет работодателя. тогда этот работодатель, если он даст Если он эту поднимет свои добавку, зарплаты, то он разумеется, это все переходит обратно. То есть ему придется потому больше что не брать в от своих клиентов, потому и что это на самом пойдет... деле не в этом ответ. Ответ абсолютно... Вы уже так или иначе Так. спорите, это очень хорошо, на самом деле, для формата нашей программы. мы Я для этого собрались? Мы здесь и для этого тоже, Вы потому знали, что в это споре, как вы такие. знаете, лучше Рождается нет. истина. Рождается истина. Алекс Мегидов еще не сказал ни слова. Алекс, хочется понять, на самом деле, не знаю, знаете ли вы по поводу того... Нам все время рассказывали, что у нас монополия, одна электрическая компания, вот-вот будет несколько, это вы тоже об этом скажете, если захотите. Вот это может случиться, на самом деле, в нашей маленькой стране, когда откроются или собираются открыться дополнительные энергетические составляющие, институты, которые создадут конкуренцию, у нас подешевеет за счет этого. На самом деле это уже существует. Это уже существует, и есть реформа в электрической компании, которая должна в конце концов привести к тому, что будет несколько частных электрических компаний, несколько частных электростанций, которые будут самостоятельно производить энергию и продавать энергию государственной электрической компании, которая будет заниматься проводкой от производителя к конечному Но об этом потребителю. только говорят, вы знаете. Нет, это- об этом компании не не говорят. Это существуют частные электрические компании. И я тут абсолютно согласен с Алексом Кушниром, который говорит о том, что сказал о том, что наша задача это не отрезать, а обеспечить энергетическую независимость нашей энергетической области в том, что мы практически не будем зависеть от цен на нефть, мазут, от цен на уголь, и будем потреблять наш израильский... Если что произойдет. Нет, наш израильский газ, который мы То есть мы ждем получаем... Париж сейчас, месторождение. Когда Не-не-не, это будет? на самом деле я вам скажу так. Значит, на сегодняшний день, в принципе, те месторождения, которые уже работают, могут спокойно обеспечить на все 100% Могут ли производство. обеспечить? Нам все время говорят, что... Возможно, Нет, наверное, не хватает, существует. Левиафан, на секундочку, Амар. Пройти через подождите. что-то. Не хватает, к сожалению, на данном этапе производственных мощностей в самих электростанциях. Значит, реформа о конкуренции в области электричества уже начата. Создана компания, которая как раз занимается именно доставкой электричества до конечных пользователей. Проблема сегодня заключается в том, что, к сожалению, есть еще старые электростанции, которые пока работают на угле. И я очень надеюсь, что будут внесены коррективы в финансирование в Хеврат Хашмаль, как это по-русски? Электрическая компания. Электрическая компания, которые позволят им как раз провести вот эту модернизацию для того, чтобы вот эти реакторы, которые производят, генераторы, которые сегодня производят за счет угля, чтобы они производили за счет газа. На самом деле это могло случиться уже много лет назад, но, к сожалению, в Израиле такого рода процессы берут много долгие времени. годы. Еще одна ремарочка по поводу подорожания на электричество. Нужно понять, что если бы расчет шел согласно нынешней стоимости угля, то цена должна была вырасти как минимум в 2 раза. Больше, чем она вырастает сегодня. То есть за счет, скажем так, аудиторских способностей Министерства финансов удалось сделать так, чтобы повышение было ниже, чем оно должно было быть запланировано. Еще одна Было тема. запланировано, Это только кстати, часть из цены. было запланировано повышение на 16%. Да, сейчас А сегодня мы
получили подорожание всего на 8,6. Дело в том, что сегодня и Министерство финансов, и Главное управление по электроэнергии говорит о том, что мы профинансируем электрической компании часть инвестиций, которые должно, то есть государство будет, ну, так можно сказать, спонсировать цены на электроэнергию до того, как мы станем независимы от газа, От бензина. от угля. От угля. А это абсолютно случится верно. через несколько лет. И это должно случиться на протяжении ближайших Хорошо, лет. давайте Только поговорим. одна ремарка. Значит, понятно, что повышение на электричество, цены на электричество прежде всего, конечно же, бьет по слабым слоям населения. У государства, у правительства, когда есть такое инфляционное цунами, которое идет извне, есть, в принципе, два основных способа с этим бороться. Первое – это повышение дохода слабых слоев населения. И вы помните, увеличение надбавки, недавно социальной подняли. надбавки, которое было поднято в начале года, пособие для инвалидов, зарплаты для солдат, увеличение дохода. налоговые льготы для семей, у которых есть дети в начальных школах. И вот буквально 2 Минимальная недели назад зарплата. те, кто зарабатывают до 7 тысяч шекелей, получили, так сказать, каждый на свой Увеличенное счет. возвращение Да, налогов да, в рамках больше, чем МАНАТа. 4 тысячи шекелей. Это первый путь. Второй путь – это снижение налогов. В основном мы говорим о ввозных пошлинах. На протяжении последних... Вы ушли от темы, Алекс. Давай, Не-не, я говорю о том, что- мы не можем сейчас говорить обо всех достижениях. Не, я не говорю о достижениях, я говорю о том, как бороться с дороговизной жизнью, Мы ее коснемся. которая Вот, приходит 440. извне. Да, поговорим обо всем. У нас вон миллион здесь написано интересных, важных аспектов. Хочется закончить электричество. Нам, кстати, говорят, что есть еще один способ, так или иначе, классификации пользователей электричества. Есть определенные периоды времени, когда можно пользоваться там больше, меньше. И якобы люди не знают об этом. Это одна из тоже проблем, о которой раньше говорили. Это актуально или это все, как говорится... Значит, для этого электрическая компания должна сделать очень серьезную реформу по Сетку, изменению да. счетчиков. То есть нужно Говорили об этом, я прав? устанавливать умные счетчики, которые действительно могут давать Экономят дифференцированные энергию. тарифы. Да. Вот. Но, к сожалению, учитывая, что у нас уже на протяжении нескольких месяцев нет главы электрической компании, генерального директора, которого еще никак не могут назначить, Не эта реформа утвердили пока, окончательно. да, эта реформа пока тормозится. Мы, естественно, делаем все для того, чтобы наконец-то у электрической компании появился хозяин, который может управлять этой компанией, для того, чтобы действительно все эти реформы, которые были начаты, были доведены до ума. Я просто поясню, на Поясните, самом деле пожалуйста. очень важно. Умные счетчики позволят сегодня, например, не заводить стиральную машину или посудомоечную машину, например, в пик, например, в 12 часов дня, а завести это вечером у Это, по-моему, существует и сейчас, эти Нет, умные часы. этого нет умного Нет, счетчика. тариф, Нет такого. тариф Ясно. один. Тариф одинаковый. Одни Вот именно разговоры, много надежд. это то, о чем вы, кстати, говорили. Умный счетчик как раз позволит верифицировать пользование Нужно понимать, электроэнергией что у конечных что потребителей. стоимость такой реформы – это несколько миллиардов шекелей. Понятно, но, по крайней мере, нас, Которые, потребители, уже кстати, у нас Можно воспитывали. потребителю дать такую возможность, тогда кто будет заинтересован. Об этом Да, и но говорит это Алекс. правильно. Нужно вначале провести структурную реформу и в электрической компании, и назначить, прежде всего, руководителя, для того, чтобы можно было инвестировать в нужные для населения технологии. Хотя опять проблема с тем, кого еще не назначили так или иначе. Поговорим и об этом. Друзья, мы переходим к рекламной паузе. 1 минута 11 секунд. Потом дороговизна жизни, продукты. Сегодня интересная история с торговыми сетями, которые отказались повышать цены. Суперсаль, Виктори, можно назвать их имена. Минута, вернемся. Мы продолжаем. Это специальный выпуск программы «День. Экономический аспект. Преддверие выборов 2022». Говорим о дороговизне жизни. Алекс Кушнир, Юлия Леви, Алекс Магидов и Анна Блау, гости нашего специального выпуска программы «День». Давайте поговорим про продукты. Сегодня стало известно довольно интересная, может даже позитивная новость о том, что торговые сети отказались повышать цены от поставщиков. Компания «Дипломат», которая имеет много брендов, скажем так, продуктов питания, мы видим вот на наших экранах, несмотря на то, что еще полгода назад повышение цен на базовые даже продукты питания должны были произойти, эти сети отказались это сделать. Что скажете, Алекс, по этому поводу? Яйца, молоко, хлеб повышаются, уже повысились в цене, хлеб аж на 20%. Здесь, я понимаю, уже мы виним войну в Украине. Ну, во-первых, я очень рад, что наконец-то израильский потребитель становится более разборчивым в том, что он покупает, потому что, вы знаете, вы заходите в израильский супермаркет, смотрите на полки, вроде много продуктов,
начинаете переворачивать этикетки, вы видите, что все в руках там 4, 5, 6 компаний. Компания «Дипломат» — это одна из таких компаний. Кстати, интересная история с компанией «Дипломат», что они выставили свои акции на биржу, то есть стали публичной компанией, и можно было посмотреть на их финансовые отчеты. И вот интересно, что их прибыльность в Израиле гораздо выше, чем, допустим, их прибыльность в Южной Африке или в Грузии. Вот то есть получается... сравнение, Это что неудивительно. Нет, то есть товары дороже, чем Нет, то есть получается, что израильские потребители финансируют фирму «Дипломат», которая работает в других странах. Это первое. Второе, нужно понимать, что на сегодняшний день израильская экономика очень сильно консолидирована. И вот эти 5-6 компаний, в принципе, контролируют не только то, что происходит на полках супермаркетов, но и контролируют то, что происходит у нас в кармане. Поэтому в прошлой каденции я начал проводить законопроект, который ограничит площадь на полках супермаркетов для монополистов, для того, чтобы другие маленькие производители, маленькие импортеры, у них была возможность показать, так сказать, свою продукцию на полках. И я очень рад, что сейчас я слышу от розничных сетей, нескольких розничных сетей, которые говорят, в принципе, что это то, что они собираются сделать. Потому что мы видели, у нас был замечательный пример. Компания «Штраус», когда у них нашли сальмонеллу в шоколаде, они убрали шоколад с полок. Получилось, что в супермаркетах были пустые полки. Это о чем говорит? Что несмотря на то, что бренды разные, в конце концов за этими брендами стоит один и тот же человек. Один важный, может быть, важная цифра. В 2009 году государство Израиль было по уровню цен равно, в принципе, средним ценам в Европе. В 2021 году, на тот момент, когда Нетаньяху закончил свою деятельность на посту главы правительства, Израиль был дороже на 37%. Почему? Потому что, в принципе, вот эти вот монополисты чувствовали себя хозяевами не только на полках супермаркетов, но и в Кнессете, и в правительстве. И как раз на протяжении вот этого года с этим мы пытались бороться, провели реформу в импорте, которая очень серьезно облегчает малым импортерам Она вошла процесс. в силу? Да, она вошла в силу. Она вошла в мы силу можем уже с июня. увидеть в магазинах новые марки? С июня этого года реформа вошла в силу, и она говорит, в принципе, одну простую вещь. Стандартизационное бюро, которое было контролирующим и разрешающим, стало проверяющим. То есть то, что нормально для француза, англичанина, австралийца и американца, нормально для израильтян. Поэтому не нужны какие-то дополнительные стандарты. Естественно, у рынка берет время перестроиться. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим дополнительные продукты и, может быть, даже те же самые продукты, которые уже есть сегодня в Израиле, просто из-за параллельного импорта по более дешевым ценам. Более того, благодаря тем реформам, которые мы провели, сегодня Израиль вызывает интерес у больших международных розничных сетей, такие как Carrefour и Spar, которые говорят о том, что в ближайшее время они появятся на улицах Израиля. Вследствие этой реформы. Вследствие нескольких реформ, которые мы провели, включая реформу в сельском хозяйстве, которую наконец-то мы довели до ума. Овощи и фрукты, мы все ждем, когда же все это. Кстати говоря, вот у нас девушки, женщины, здесь мамы. Вы видели уже новые фирмы? Я тоже хожу на рынок, тоже покупаю овощи. Ты заинтересованное лицо, а здесь есть обыватели, скажем так. На самом деле, я очень редко профессионалы бываю, по покупкам. Но Не бываете? вот все, что связано с регуляцией, это действительно то, что действует намного больше на наши цены, чем тоже электричество и все вот эти мелкие изменения внутри Израиля, поскольку действительно большая часть, наверное, самая основная часть, это импорт, который ввозят в Израиле, и одно из ограничений, это действительно регуляция, которая делала большие проблемы завозить по всяким лицензиям. Это месяцами. Да, но у нас эта монополия, это торговые сети настолько зависят друг от друга, настолько лоббируют свои интересы, и в Кнессете тоже они никому не дадут зайти, иначе они будут... Это не только это. Есть еще дополнительные цены, которые, например, то, что когда завозят в Израиль теми же пароходами, когда пароходы стоят днями, остановятся неделями иногда. Месяцами. Кто за это все платит? За это все платит сначала тот, который импортирует это в Израиль, а потом это все переходит, разумеется, на обычных покупателей. Это все как бы все очень связано, и мы, как люди, которые частные, даже не можем этого понять. Это не только в то, как это говорится, ценах, это очень много заезд и мерзость. Если можно, я хочу добавить пожалуйста. еще одного игрока на эту сцену. Это банки. Потому что это тоже очень главный, очень важный фактор во всей этой игре, потому что это как раз
те люди, те органы, которые институты, которые выигрывают на всем этом. То есть как бы они до сих пор поддерживали все эти монополии, то есть они давали им в основном самые большие кредиты по низким ценам, чтобы у тех было больше возможностей, чтобы перебить всех мелких предпринимателей. А сейчас, когда вроде открыли, так сказать, обходный путь, чтобы именно те мелкие предприниматели могли импортировать, то вдруг цена на кредит повышается, и это опять же немножко, так сказать, Давай добавим портит еще одного очень игрока. комплексная борьба. Мне очень важная ремарка Добавим еще одного игрока. по поводу конкуренции в рынке кредитования. Это очень важная ремарка, потому что действительно более 90% кредитного рынка, бизнес кредитного рынка находится в руках банков. И опять же, могу, так сказать, что за этот год мы смогли провести очень важную реформу, которая дает возможность внебанковским организациям увеличить свои возможности привлечения денег за счет облигаций. И таким образом они тоже становятся конкурентами, игроками на этом рынке. Поэтому мы, с одной стороны, снимаем бюрократию и регуляцию, с другой стороны, увеличиваем конкуренцию на рынке кредитования для того, чтобы попытаться каким-то образом с этим бороться. Недостаточно, потому что Сейчас вы эффективно скажете. то, что происходит с мелким и средним бизнесом, это то, что цены, по которым они получают тот же кредит, с этих новых, так сказать, институтов финансирования, выше всегда. они очень дорогие. То есть это не решает проблему. Вы знаете, это, да, это может быть, проблема это только маленький тех, кто банки шажок не дают. к светлому будущему, но этого недостаточно. То есть я, как финансовый консультант, я была бы очень рада видеть, что многие из моих клиентов на самом деле могут получить более дешевый кредит, а на данный момент По сравнению при всем этом с акулами, скажем так. На торговцев. самом деле реформа Алекс, я прошла хочу всего дать месяц слово, назад. Я думаю, что в ближайшее я время хочу мы Алексу увидим Магидову. Алекс, дешевле. пожалуйста, вы хотите давно что сказать? Да, нет, я хочу на самом деле возвратить немного к той теме, с которой вы начали. Да. На самом деле, то, что сегодня крупные импортеры продуктов питания, как компания «Дипломат», Кимберли-Кларк, которые практически господствуют на продуктовых рынках, заявили о том, что они повысят цены, а, соответственно, торговые сети сказали, что мы не будем повышать это. Сегодня, кстати, Рами Леви присоединился к Суперсалю, к Виктори, к Йохананов и так далее, которые... Хорошую рекламу хотят все. Это действительно так, но на самом деле это прекрасная возможность для местного рынка, для местных производителей, заполнить это место. Если действительно торговые сети смогут немного убрать с торговых полок импортные товары, это возможность для местных производителей, Дело даже более не в импортных мелких. товарах. Дело в товарах, которые привозят сюда крупные импортеры. Потому что есть импортные товары, которые привозят сюда мелкие импортеры, которые стоят гораздо дешевле. Это то, что я сказал. И не обязательно покупать туну Старкист. Не обязательно. Она очень дорогая, можно купить другую. Это, кстати, делают сети в ультратрадиционном секторе, привозят туну других фирм, не Старкис, которые стоят в 2 раза дешевле. Да. И она, кстати, есть на полках. Просто для того, чтобы ее найти, нужен или бинокль, или лестница. Абсолютно. Поэтому если я смогу провести этот закон, о котором я говорю, тогда мы увидим это вот перед глазами. Вот мы хотим, на самом деле, видеть, когда же эти будущее вот-вот произойдет, реформа войдет в силу. Кстати говоря, вот нам все говорят о том, что эти фирмы не договариваются. Возможно, даже эта борьба, где одни говорят, мы повысим, нет, не повысим, она искусственная, возможно, так или иначе, потому что здесь все с другом договариваются, есть договоренность о ценах. Антимонопольная служба Израиля, мне кажется, крайне слабая. Согласен. Не имеет возможности, кроме таких санкций рекомендательного характера, очень слабая система антимонополии, но мы говорим о нас, о потребителях. Правильно ли говорят, что мы сами по себе равнодушные, сами как приходим в магазин, как вы говорите, не хотим ничего искать, возле дома купили, знаем, что дорого, черт с ним, ничего страшного. Привыкли Правильно к же? цвету, То есть израильтяне не умные потребители, и поэтому эти бойкоты и даже демонстрации на бульваре Ротшильд уже не оправдали себя даже вот эти, которые в предвыборный период, казалось бы, могут снова говорить о социальной защите наших граждан. Борис, надо смотреть в корень. Корень находится в том, что у нас очень сильно консолидированная экономика. И если вот эти реформы, которые мы уже провели, и дополнительные, которые мы собираемся провести, проведем, то тогда рынок Израиля откроется. Потому что говорить о том, что Израиль это маленькая экономика, уже это не так. Израиль достаточно крупная, большая экономика. У нас, слава богу, 9 миллионов жителей в этом государстве. И причем это растет достаточно Это можно сравнить с любой европейской страной. Да, с любой, абсолютно верно, с любой европейской страной. Поэтому нет никакой причины, чтобы в Израиле на полках магазинов был полный контроль монополистов. Пришло время
положить этому конец. Мы этот процесс начали. К сожалению, за год невозможно поломать все устои, которые были здесь на протяжении десятилетий, но мы на правильном пути. Я думаю, что в конце концов мы добьемся результата. И все-таки по поводу потребителей, насколько действительно пользуются торговые сети и другие компании, бренды, не знаю, монополия 8 семей в Израиле тем, что израильтяне довольно равнодушные и неумные потребители. Что вы скажете, Юля? Ну, я считаю, что это, конечно же, тот факт, с которым сложно спорить, потому что если это происходит, значит, кто-то дает этому, так сказать, продолжаться. И тут, конечно же, надо взять, во-первых, самих потребителей. Какой выход? И, Ходить в во-вторых, супермаркет и не покупать? Нет, ну есть люди, говорят, Можно выбирать. есть в Европе такие движения, Есть, которые кому надо выбирать, бойкотируют это целые кто фирмы, другие? их слушают, они реально не покупают определенные товары, это влияет. У нас было, Так это, тоже так это всё. и работало Это было в 8 лет Израиле. назад. Это и работало Уже в сегодня. Израиле. Пока все начали зарплату С подняли, чего здесь началось стало, протесты 2011 года? С коттеджа, с какого-то основного продукта. Нет, на самом деле сегодня в Израиле это может работать. Вопрос только, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, вопрос параллельного импорта, он может решить определенную часть проблем, потому что действительно в Израиле параллельно этим крупным импортерам, таким как Дипломат, таким как Kimberly-Clark, будут заводить маленькие компании, которые увидят, что это выгодно им, будут привозить товары, которые сегодня продаются в Европе, сегодня на европейских товарах. И мы все гуляем по странам Европы, мы видим огромное количество товаров, большой ассортимент, намного меньше, чем в Израиле. Эти товары можно привозить. Но у нас же есть еще проблема другая. У нас очень высокие налоги. Проблема еще, Нет, налоги- проблема еще, Очень высокие. секундочку, Проблема проблема в еще и с кашрутом, Всегда потому что очень другие высокие. сети, Я не которые... согласен. Могу Секундочку, поспорить. Алекс, вы же знаете Серьезно. сами, что есть сети, не хочу называть их названия, всем нам известны, которые говорят, у нас все есть. Огромный выбор, гигантские страны схода из наших стран. Окей. Все есть, но не кошерное. И поэтому вот это вот диссонанс между большими торговыми сетями, которые не могут торговать некошерными, кошеровать продукты, крайне дорого Есть и приводит продукты, к тому, которые не нужно что требовать- продаются те продукты, которые не 8-9 нужно требовать брендов кашрута. израильских с кашрутом. Так есть продукты, которые не нужно кашрут. Поэтому и реформа в кашруте. Поэтому это, Семечки, это было очень масло важно. и так далее. Очень важно было провести реформу в кашруте, которая, в принципе, борется с монополией равината, главного равината. И сегодня, в принципе, каждая сеть, каждый ресторан, каждый завод может выбрать себе ту компанию по кашруту, которая может предоставить ему сервис Речь идет о больших, гораздо более о дешевле. больших компаниях, Не, большие брендовых. компании тоже могут это сделать. Нужно понимать, что, конечно же, у израильского потребителя нет терпения. Это нормально. Но, учитывая, что прошел всего год, за этот год мы действительно постарались дотронуться практически до каждого аспекта жизни израильского потребителя для того, чтобы провести там именно конструктивные реформы, которые в корне меняют вообще весь уклад израильской экономики. тем не Реклама, менее, друзья. тем не менее, Юля, если мы извините, возьмем пожалуйста, последний реклама. год, У нас все есть свои цены обязательства, поднялись. без которых никак, вы скажете. Да, но это не только в Израиле. Вы поговорите, У вас не нас, услышат, потому что я говорю все время, для извиняюсь. Должен прерывать для того, чтобы выйти на рекламную паузу. Это уже наше обязательство. Регуляция в этом случае не поможет. Минута 24 реклама. Смотрим ее, возвращаемся в студию, продолжаем. Впереди рост цен на недвижимость. Поговорим про квартирный вопрос, рынок труда, пенсионеров. Что успеем, то обсудим. Рекламу вернемся. Экономика, деньги – самое важное, что есть в нашей жизни. Именно об этом говорим сегодня. Специальный выпуск программы «День». У нас в гостях глава финансовой комиссии Кнессета Алекс Кушнир, аудитор Юлия Леви, экономист Алекс Магидов и адвокат Анна Блау. У нас есть еще 3 темы. Давайте коснемся рынка труда, который переживает очень странные времена. С одной стороны, у нас буквально нулевая, на самом деле, безработица. Почти нулевая. Мы пришли к параметрам до короны и даже лучше. С другой стороны, есть кризис хай-тека. Очень странно, вы скажете, что он состоит. И с третьей стороны, меняется вообще рынок труда. Молодые люди Абсолютно не хотят меняется. работать на физических трудах, не идут официантами, не собираются, как мы в свое время когда-то. Хотят из дома зарабатывать деньги. Как И у них это еще, наверное, и получается. Как? И получается у них. И получается, не только, самое не только в страшное, Израиле. нет? И, Что наверное, происходит, это страшно. Аня? Во-первых, многие люди стали, наверное, какие-то фрилансеры, сами себя каким-то образом обеспечивают. Корона, когда вышел этот весь кризис, то в одну секунду просто сотни тысяч людей оказались без работы, оказались без папы, без мамы. Это люди, которые стояли, просто не знали, что делать, выходили домой. Хорошо, чтобы было какое-то правительство, которое платило всем зарплаты. И в это время люди сидели дома и начали понимать что-то. Как-то начало
голове, что Меняться происходить. мировоззрение, да? Да, и по всему миру, в принципе, в конце 2021 года, буквально полгода назад, было громадное, просто люди уходили с работы, около 40% с рабочих со всего мировой трудовой силы, 40% людей оставили работу. Они, возможно, перешли на другую работу, стали какими-то фрилансерами, изменили свой вид деятельности, но 40% это что-то, что никогда не происходило, такие цифры. И действительно, все изменилось. Зашли новые какие-то формы занятости, как World, всякие такие платформы, Торговля в интернете, все что угодно. Это как дети, которые вдруг поняли во время периода коронавируса, что, оказывается, в школу ходить не обязательно. Не надо, можно. Даже молодые люди поняли, что и работать не И обязательно. можно учиться... Более того, работодатели поняли, что не обязательно, чтобы человек приходил на работу. Только работников, разумеется. И Да, но кроме этого, сейчас есть это еще очень большая... меняется, потому что все те накопительные как бы, сбережения, которые, да, люди как-то сэкономили во время коронавируса, они заканчиваются. Это не только это. Они Во-первых, пришло заканчиваются, люди очень понимают, много что им надо возвращаться на автомации. работу. Раньше, когда у нас было там, 100-150 Насколько лет назад, мы, я хочу перешло спросить, насколько мы зависим, вы об этом да. знаете лучше всего, как представляя работодатель, зависит наш рынок от физической силы? Или мы Во-первых, действительно мы всё еще можем с зависим помощью какой-то технологий, компьютеров части. заместить? То есть на заводах, говорят, некому работать. Выяснилось, что в Бен-Гурионе, в аэропорту нет рабочих, и поэтому чемоданы достаточно, теряются, абсолютно люди не верно. могут улететь, и люди стоят в очереди 3 часа. Это было связано с тем, что в начале заинтересованы периода работать на короны тяжелых работах. всех отправили в халат, потом еще не успели возвратить, а тех, кого хотят возвратить, не хотят возвращаться и работать. Да, но это уже Надо не помнить, временная что там проблема. есть Нам еще говорили, очень это сильные временно, профсоюзы, вот вернется. секундочку. Никто не В возвращается. этих местах есть сильные профсоюзы. Это как бы тоже надо помнить. Эти сильные профсоюзы, это мы видим везде, где есть такие проблемы с работниками, это в основном не в частном бизнесе. Потому что в частном бизнесе и сами работодатели ищут какие-то решения, и сами работники понимают, что они не могут долго оставаться дома, никому не платят в частном бизнесе, например, за забастовку. То есть это мыльный Никто не пузырь бастует. временный, вы считаете, что молодые Нет, это люди не мыльный Нет, сидят это не дома? мыльный Или это пузырь. тенденция довольно Это тенденция, интересная, которая- Значит, опасная? сидят дома. есть очень серьезное Сидят изменение структуры рынка труда. Это происходит во всем мире, в Израиле тоже. В Израиле на сегодняшний день не хватает 140 тысяч рабочих рук. И это речь идет не только о каких-то работниках физического труда, но и о достаточно квалифицированных специалистах. Инженеров, врачей, Да, медсестер. проблема заключается Учителей. в том, опять же, я возвращаюсь к корню проблемы. Система образования Израиля на сегодняшний день не готова к новому рынку труда. Просто не готова. Вы знаете, если взять... Ну, уже 10 лет не готова. если бы были возможны путешествия во времени, вот взять человека, скажем, с начала 20 века и перенести его сегодня, ему весь мир покажется очень новым, ему возьмет время привыкнуть. Единственное, где он найдет, что ничего не изменилось, это в системе образования. Мы до сих пор обучаем детей тому же самому, что обучали 100, 80 и 70 лет назад. Пришло время, наконец-то, чтобы израильская система образования произвела очень серьезную реформу и модернизацию. Потому что понятно, что рынок труда очень серьезно меняется, это с одной стороны. С другой стороны, есть факты. Не хватает рабочих рук, я имею в виду людей, которые работают на физической работе. Израильтяне не хотят там работать, могут найти себя в гораздо лучших, так сказать, условиях занятости, с одной стороны. С другой стороны, мы, знаете, опускаем голову в песок и не пускаем иностранных рабочих. Да, почему? Потому что это некоторым министрам мешает по каким-то идеологическим соображениям. На самом Меняет деле... еврейский характер. Да, на самом деле это все, конечно же, как говорят на идыш, халоймес. Потому что если мы хотим обеспечить израильскую экономику нормальной рабочей силой, то можно построить абсолютно нормальную, безопасную регуляцию, которая позволит приводить сюда иностранную рабочую силу для того, чтобы выполнять ту работу, на которую она способна, в то время как израильтяне могут заниматься трудом, который по производительности и по прибыльности гораздо выше. Хорошо, ну вот Реально. Алекс говорит про реформу в сфере образования. Мы помним уроки труда в советское время. Мальчики плотники, а девочки шьют. Ну, сегодня заменили это компьютеры, программирование, инженерные какие-то дисциплины, кстати говоря. Вы верите в том, что изменится каким-то образом с точки зрения образования вообще понятие безграмотности экономической у наших детей, у студентов, у школьников? Это очень важная сфера деятельности, действительно. И она должна быть вместо чего-либо другого. Как меняется сегодня мир на рынке труда? Ну, в этом плане я хочу подчеркнуть 2 факта. Первый — это то, что если мы смотрим на образование, на высшие институты образования на сегодняшний день, то мы видим там большинство женщин. То есть по всему миру это тенденция, которая очень, так сказать, усиляется, что есть больше женщин, которые идут получать высшее образование, нежели мужчин. Но то, что Это не уже знаю, говорит... об этом. Что?
Вопрос, что они с ним делают, потом сколько им платят за это. Но это другой вопрос. А второй, это на самом деле, может ли наш рынок как бы правильно оценить это образование? Потому что если мы посмотрим на занятость рабочих именно в Израиле, то если мы сравним положение сегодня и 10 лет назад, то в среднем израильская пара работает на 186 часов больше, чем 10 лет назад. При этом получая на 5-6% На 186 меньше. часов в невозможно. месяц? В год. Нет, это не может быть, потому А что, получают во-первых, меньше. А получают меньше. Почему? Неправильная Потому что это средняя правильная зарплата цифра. в Израиле увеличилась на 30%. Да, но реальная зарплата И не часы- увеличилась. Мы и говорим часы о реальных очень важно, данных. что Юлия сейчас Мы говорим о сказала. реальных Я данных, не потому что с той же Потому что самое зарплаты важное, сегодня кроме- можно купить кроме меньше, того, что чем мы 10 лет затягиваем назад. пояса и как-то адаптируемся, каждый из нас, нам хочется получать больше Нет денег. сомнений, что в Израиле работают больше, чем в Европе. Да, это понятно. Но я не А согласен с толку тем, что... меньше, потому что Да. в плане возможности как бы, купить те же продукты, что в Европе или в Америке, Это то, наша о чем мы способность... говорим. Это то, о чем мы говорим, что у нас консолидированный рынок. То есть 10 лет назад в Израиле были средние цены примерно как в странах OECD, в странах Европы. в странах Европы и развитых странах Северной Америки. А сегодня впереди нас только Люксембург, И Япония. так как и мы говорим про Япония. образование, то О, говорим и про Япония, образование. причем и Норвегия. Причем средняя зарплата в Израиле на 30-40% меньше, Да. чем в том же Люксембурге или Японии или Норвегии. теперь если я хочу ответить на Борин вопрос Много насчет выше, мы образования... это не замечаем, так как производительность в Израиле уже последние 10 лет, это еще с Вадат Трахтенберг, если не ошибаюсь. Комиссия Трахтенберга. Да. Так как мы в Израиле, наше действительно образование, очень многие идут на образование, практически, в принципе, 50% из населения образованы высшим образованием, что это намного выше, чем среднее в странах Нет, мы OECD. занимаем первое Но место при в мире этом- по но при количеству этом- людей с высшим образованием но при среди этом взрослого. наши работники, у них производительность очень низкая. Это тамлак, как-то не знаю, как это на русском, но это что-то, с чем борются, так как мы, возможно, работаем больше, действительно. Но производим очень меньше. образованные, То есть но производим при меньше. этом неизвестно, что мы делаем в это время. Наверняка как-то... Производим меньше. Производим меньше. То есть, и это таким все образом, возвращается, и, да, и все разумеется, возвращается к вопросу, то есть к той Я хочу важности сказать, именно очень важный реформ. аспект вы сказали по поводу средней Да, зарплаты. реформ. Если я помню, средняя зарплата у нас 10 Больше, чем 10 400, по-моему, сегодня. Да. Вот какая она была 10 лет назад, вы знаете, если вы сравните уже в цифрах. На 30% иначе- меньше. На 30%. На 30% меньше примерно. А инфляция и дороговизна жизни стала То есть идентичной? реально сегодня для того, чтобы купить квартиру, нужно 150. Нет, это другой Это вопрос. другая Это тема. абсолютно другое. Это, как говорят в Одессе, Это другие абсолютно, да. справки. Юля, тебя в Абсолютно. политике. Если Это хотите другое. поговорить о недвижимости, Вот давайте. самое время. мы переходим Недвижимость как раз это таки- другое. То, что касается Только если можно возможности, спрашивать. опять же, из-за того, что цены постепенно ползли, несмотря на то, что инфляция в общем была не очень высокая, она была в рамках от 1 до 3%, цены постоянно ползли, потому что монополии, которые привозили импортные товары на наши торговые полки, позволяли себе постоянно потихоньку повышать цены. И наши торговые сети разрешали им это делать, опять же, из-за того, что они были монополистами. И консолидация и рынка, и экономики привела к тому, что сегодня за эти вот 12 лет мы достигли достаточно высокого уровня цен. Да, сегодня инфляция у нас в 2 раза меньше, но мы начали с более высокого порога, и поэтому сегодня мы об этом говорим. Это наверняка будет центральная тема предыдущих выборов – дороговизна жизни. Друзья, я хочу теперь дороговизна жизни. Перед тем, как мы перейдем на рост на недвижимость, давайте поговорим про банковскую систему и тему минуса. Ведь в Израиле повышается каждый раз минус, в который мы сами себя заводим, который позволяет нам сделать банки. Более того, Которые зарабатывают. стимулирует, мотивирует нас брать еще суды разные, из разных инстанций. Ведь в мире, оказывается, такого нет. В Америке нет минуса, в России нет минуса. Почему нас... В России нет еще многих других вещей. Понятно. Я имею в виду, что система вводить человека в минус изначально, она как бы... Нет, овердрафт есть, кредитные рамки есть везде. Значит, у них Только с точки зрения суд и кредитов. Нет. Не с точки зрения разрешенного У них минуса, это называется... который у нас... Credit У них line. это просто Это называется называется. по-другому. Это называется credit line. Да. И, в принципе, это работает по тем же самым способам. Правилам. На самом деле, это основной принцип экономики, когда есть возможность кредитования. И, кстати, конечно же, на рынке кредитования в Израиле, как и на рынке продуктов питания, и на рынке фармацевтики, любой другой продукции, есть очень серьезная монополия. Поэтому есть очень важная реформа, которую мы провели, которая в принципе превращает финансовые данные потребителя в его личную собственность. И сегодня, в принципе, он может потребовать у своего банка свои финансовые данные и передать это в любую другую финансовую структуру для того, чтобы каким-то образом получить гораздо больше условий. Другое дело, что Лучшие люди условия. практически... Да. Кстати, Другое дело, это что люди... бизнес- Секундочку. бизнесах тоже начинается. Людям этим Пенсии, практически не занимаются, к сожалению. Хотя я уверен, Есть и банковская реформа, сегодня
легче перейти из банка в банк. Не только перейти из банка в банк, получить информацию о своей собственной кредитной истории и с этой информацией прийти в другой банк и попробовать получить лучшие условия. Значит, на сегодняшний день это тоже возможно. Проблема заключается в том, что вы сказали, что, к сожалению, многие израильские граждане недостаточно экономически осведомлены для того, чтобы использовать вот эти рычаги, которые у них есть, для действия. Кстати, открывается в Израиле новый банк, дигитальный банк. Насколько я знаю, он очень серьезно, то есть у них там есть новые интересные продукты финансовые, которые повлияют вообще на израильский именно банковский рынок. Понятно, что израильские банки очень сильно отстают по уровню и качеству сервиса, чем их иностранные коллеги. Это зависит, опять же, все сводится к одному и тому же. 0 конкуренции. Понятно. Ну, все, поговорили немножко о банке. Хотите, добавьте что-либо, что Я касается хочу только минусов? добавить Мне это к тому, кажется что очень вы странным. сказали о том, что вот эта вот возможность получить свою кредит-историю, чтобы с ней потом прийти к банку, она сейчас открывается и перед бизнесами тоже. То есть до сегодняшнего дня это только частные лица могли, а сейчас это как бы многие бизнесы тоже Вот смогут этот вот это использовать. отчет, который ты получаешь у банка, к своей кредитной истории, помните, как мы говорили, береги платье снова, а честь с молоду. Так вот, береги платье снова, свою кредитную историю с самого начала, не заботься, не делай так, чтобы возвращались твои чеки и так далее и тому подобное, с своей хорошей кредитной историей и с каким-то опытом твоей кредитной истории можно прийти в другой банк и попробовать получить другие, более выгодные условия. Более того, есть другие структурные, есть различные фондовые, раньше нужно было институты, дать которые разрешение сегодня своему тоже банку, предлагают, чтобы по телефону которые сегодня тоже предлагают различные знаем про виды банки, кредитования. которые стимулируют людей быть в плюсе, и тогда они платят ему комиссионные, но, к сожалению, в израильске, вы знаете, израильтяне любят быть в минусе, это наша традиция. Я только хочу, Я, кстати, может не быть, уверен, что мы сильно отличаемся от других Мы стран отличаемся, Европы и в США Америки. нет такого. Да и в России, Опять же, в это Украине называется просто по-другому. Нет, Называется credit line. нет такого Я понятия. считаю, что Я не просто- знаю, что в России и в Украине, но если сравнивать с развитыми странами, то, в принципе, По-моему, в израильтяне Европе не... есть и США нет такого. Я Израильтяне просто считаю, что вот не это- отличаются. Я просто считаю, что вот эта вот credit history, которая в Израиле относительно Кредитная новая, история. в Америке она существует очень много лет. То есть люди же поняли, насколько это важно. А до Хорошо. нас еще не дошло, потому что это только... Рост только недвижимости. началось. Остается 8 минут. Это больная тема, очень 16% сложная. по дням. Самая сложная тема. Последний год. Все меньше молодых людей надеется купить квартиру, мягко Могут говоря. купить квартиру. Могут купить квартиру. Думают сегодня о самых далеких перифериальных, провинциальных городах страны. Только там можно как-то накопить. Это стал далекая мечта, тем более русскоязычных репатриантов, у которых нет бабушек и дедушек, которые им завещают квартиры и недвижимость. Как же разрешить эту проблему, которой нет конца? Можно цифры? Конечно. Значит, за последние 100 лет государство Израиль и еврейские поселения, которые были до создания государства, смогли построить в Израиле 2,7 примерно миллионов квартир, миллионов единиц жилья. Учитывая, что через 30 лет Израиль увеличит свое население в 2 раза, это значит, что за эти 30 лет мы должны построить еще один Бат-Ям, еще один Хулон, еще один Уфаким, еще одну Метулу и еще один кибуц Кфар-Аза. Естественно, еще один Иерусалим. То есть мы должны в 2 раза увеличить жилищный фонд государства Израиль. Так как мы пытались это сделать на протяжении многих лет, естественно, нас ждет фиаско. Почему? Потому что для того, чтобы Израиль мог нормально соответствовать спросу, нужно, чтобы в Израиле каждый год начинали строиться чуть больше, чем 70 тысяч единиц жилья. Ну, сейчас вроде на бы 100 тысяч. Начинались и заканчивались. Подождите, на протяжении последних лет никогда, то есть последние 5-6 лет, никогда до этой цифры мы не доходили. Соответственно, у нас создалась разница между спросом и предложением, и сегодня есть 120 тысяч семейных пар, которые не могут купить себе квартиру. Значит, этот год мы закончим с рекордным количеством как сказать, начатых проектов, около 100 тысяч, поэтому мы на правильном пути. Что же касается глобальных решений? Значит, понятно, что все какие-то мелкие попытки решить эту проблему, застраивая Гуш-Дан или застраивая такие города, которые сегодня развиваются, Ашкелон, Ашдод и так далее, мы проблему не решим. Можно посмотреть недалеко, допустим, такой город, как Дубай, который на протяжении буквально 20 лет из маленького поселка превратился в прекрасный центр жизни людей. То же самое можно сделать в Израиле. Для этого нужна только одна вещь. Государство должно выделить землю и больше не вмешиваться. Для новых городов? Нет, И потому что больше, правительство подождите. разрешило Нет, всем. секундочку. А инфраструктура, Секундочку. Одну секундочку. На периферии земля сегодня стоит 0.
Сегодня 60% земли... Россия хочет это туда где? Подождите, сегодня 60% земли Израиля находится в Негеве. Если мы поймем, что пришло время построить Рабады. серьезный метрополитен, или как это по-русски говорить? Метрополит. Метрополит, спасибо. Метрополин в Негеве на 2-3 миллиона человек, где земля будет стоить 0. И там можно будет строить современный Но это город. долгосрочно. Подождите. Говорят уже 10-15-20 несколько Да, лет, правильно, но чтобы через говорят, 10, хотят 15, сейчас. через 10, 15, 20 лет цены на квартиры будут просто сумасшедшие, если мы сегодня ничего не сделаем. По поводу того, что мы сделали сегодня. Прикольно. Значит, на сегодняшний день мы провели очень важные реформы по остановке цен. Последний закон, который я успел провести до конца Кнессета, это о том, что коэффициент на стоимость строительства не присоединен к 100% на Это квартиру, очень важно а для только новых 40%. Это снижает цены и увеличивает определенность молодых пар, которые покупают квартиру. Несколько слов буквально каждый из вас, пожалуйста, рост цен на недвижимость, как это можно разрешить, что вы скажете? Действительно нужно глобальное решение. И может искать какие-то инновации, новые технологии, как таким образом быстрее строить. Так все-таки у нас строительство все изменилось за эти последние годы. А может быть, да, у нас есть какие-то решения. Революционные программы, которые вот строились, и в этом году эта программа Государство. продолжал Элькин, как министр строительства, так называемые лотереи, работают тоже, стимулируют кому-то... Они отдать- Они работают для тех, работают, кто но выигрывает. недостаточно. Вы выиграли, это вам повезло. недостаточно. Для тех, кто выигрывает, для маленького да. количества людей, Это да, они, существует. они революционные, потому что человек получает Опять же, квартиру они тоже с находятся большой, далеко, большой обычно скидкой. далеко на какой-то периферии, действительно. Не-не, они... Государство- Это решение приемлемо, да? То есть Государство лотереи, должно Но оно перестать- недостаточно. Опять же, строительство просто недостаточно. не то, что Государство должно лотереи. перестать зарабатывать на Спекулировать. ценах на тендеры. Должно перестать. Последние годы. Действительно, вот последний даже... Вот Ну, с рост момента... цен уже не долж- только в этом связан. Рост цен связан только с этим. Государство должно перестать зарабатывать на ценах на тендеры на земельное строительство. Вот я хочу И- продолжить то, что Алекс сказал. Значит, учитывая, что на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, предприниматель выигрывал, выигрывал тендер тот, кто давал большую цену, естественно, это все время, и учитывая, что Это спрос 100% гораздо выше, чем давали, предложение, падали. это взвинчивало цены. Что сделали мы сейчас? Мы изменили формулу. И сегодня цена на квартиру, вот в рамках этих программ, цена на квартиру стабильна, и из-за этого у предпринимателей нет другого выбора и предлагать ниже цены, потому что они должны оставить себе какую-то прибыль. Значит, наша задача была, и она, кстати, прописана в бюджете на 23 год, я надеюсь, что у нас получится это сделать, это провести вот эту вот систему абсолютно на все тендеры, для того, чтобы государство, в частности, Центральное земельное управление, прекратило спекулировать землей, которая принадлежит государству, соответственно, гражданам. Вот и Да, всё. но пока Последнее- это произойдет, если позволите, я хочу добавить еще один важный Пожалуйста, фактор. ваши 2 минуты, что хотите. В странах OECD государство держит где-то 40% от всех домов, которые сдаются. Это в Израиле второе, что 99% квартир, которые сдаются, они в частных руках. Согласен. То есть если есть какая-то молодая пара, которая не хочет покупать квартиру, которая не хочет брать эту огромную ипотеку, которая хочет просто жить на аренду, она не может себе этого позволить. То есть тут есть еще один немножко такой фактор, что наша страна немножко заснула. Она не скупила достаточно квартир, чтобы позволить своим подданным или же, не знаю, гражданам. То есть как бы снимать эти квартиры по какой-то стабильной цене, при этом не бегая за какими-то машкантами. И это, опять же, приводит к тому, что, учитывая то, что за последний год во многих городах цены на аренду поднялись на 30%, это создает такую панику. Да, но у нас Все бегут деньгами, покупать да, эти никто не бешеные хочет квартиры жить по каким-то... Нас заходит просто- Да, но это Только опять же... одно слово. Никто не хочет жить Юля, в вот этом, только подправлю тебя буквально в 2 словах. Во-первых, в странах OECD это не государство, в основном какие-то фондовые институты. В Израиле есть компания, которая называется Дирали Аскир, и мы увеличили, благодаря тем реформам, которые провели, количество шивуким, то есть количество тендеров до 10% вместо 2, Но которые этого были. мало. Этого Этого мало, это только начало. На долгосрочную- Этого мало, на долгосрочную аренду. Все, друзья, мы должны завершить, потому что время берет свое. Программа «День» подошла к концу. Ничего не остается, как отблагодарить вас за участие в программе. Спасибо. Алекс Кушнер, Юлия Леви, Алекс Магидов и Анна Блау. Спасибо большое, что приехали к нам. Обсудили очень важную тему. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Реклама прямо сейчас, 1 минута. 7.